Всем привет! Я Марина и с вами Школа Сакрамел. Как при помощи покрытия исправить широкие ногти, если клиент категорически не хочет наращивания? Расскажу несколько секретов, как визуально скорректировать такие ногти. Смотрите видео до конца и подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые ролики. Предлагаю рассмотреть основные моменты при работе с широкими ногтями. Как правило, такие ногти имеют треугольную линию кутикулы. И для того, чтобы визуально заузить ногтевую пластину, при выполнении маникюра нам необходимо тщательно проработать вот эти места, которые называются синусы. Форма кутикулы станет более округлой. Чтобы хорошо проработать эти области, располагайте насадку немного по диагонали. Работаем по коже, не по ногтю. И для того, чтобы избежать ранений, не задерживайтесь насадкой долго на одном месте. Первый главный аспект – это маникюр. Выполнив его, вы увидите, как визуально изменится ногтевая пластина. Приступим к практике. Выполню маникюр и особое внимание уделю синусам, для того, чтобы при прокраске ноготь полностью был покрыт гель-лаком и визуально подзаузился. При помощи апельсиновой палочки тщательно отделяю кутикулу от ногтевой пластины, особое внимание уделяю синусам. После этого этапа линия кутикулы уже не такая треугольная, становится более округлой, как раз то, что нам необходимо. При помощи фрезы пламя приподнимаю кутикулу. Посмотрите, как я оттягиваю кутикулу и очень хорошо прорабатываю кожу в синусе. Работаю не по ногтю, а по коже. Фреза располагается по диагонали и своей щечкой проглаживает кожу. Переключаю направление вращения фрезы и обрабатываю правую часть кутикулы. При этом также ее сильно оттягивая. После приподнятия прохожусь бафиком по ногтевой пластине. Для проверки себя вы можете еще раз палочкой раскрыть синусы. Если видите недочеты, синусы недостаточно раскрылись, можете снова взять аппарат и доработать кожу. Срежу кутикулу при помощи ножничек. И зашлифую фрезой большой шар. Второй аспект – это форма ногтей. Выбираем формы на заужение. Например, овальная форма. Если все-таки клиент настаивает на квадратной форме, то немного заужаем ногтевую пластину, убирая боковые стенки. При этом будьте внимательны при опиле точек ногтевого роста, чтобы не получились ступеньки. Придам форму свободному краю, выполню форму овал. Кстати, как выполнить правильный опил, вы можете посмотреть в моем ролике, ссылку я оставлю в описании. Нахожу самую короткую ногтевую пластину и начинаю опил с нее. Длинными движениями сглаживаю уголки с одной стороны, с другой стороны. После этого ставлю пилку под ноготок и проверяю нижние параллели. С этим ноготком у нас все просто. Давайте рассмотрим опил на среднем. Убираем длину. Поскольку ноготь более широкий, то допускается небольшое увеличение его длины, буквально на 1–1,5 мм. Чтобы визуально его подзаузить, нам необходимо опиливать эти места. Выполняю длинные скругляющие движения. Будьте внимательны в точках ногтевого вроста, чтобы при опиле не возникло ступеньки.
То есть сделать ноготь уже, чем ширина ногтя от точки роста до другой, мы не можем. Обязательно ставим пилочку под ноготь и проверяем нижние параллели. Отверните руку клиента от себя и проверьте на симметричность. Обезжириваю ногтевую пластину. Посмотрите, уже после маникюра и придания формы наши ногти значительно изменились. Ногти у моей модели достаточно жесткие, но тем не менее свободный край расслаивается. Для улучшения сцепки нанесу праймер. Наношу базу с выравниванием ногтевой пластины. Следите за тем, чтобы материал сильно не растекался на боковые стороны, так как визуально это сильнее расширит ноготь. И третий аспект – это покрытие. Перед нанесением цвета мы хорошо отодвинем синусы при помощи апельсиновой палочки и постараемся их максимально прокрасить. А боковые стеночки можно оставить не закрашенными. Это позволит визуально сузить ногтевую пластину. Незакрашенные участки небольшие, буквально 0,5 мм. Но при этом они у нас будут покрыты топом и базой. То есть вся наша задача будет состоять в том, чтобы лучше прокрасить эти места и заузить эти. После просушки базы отталкиваю кутикулу палочкой, раскрываю синусы, чтобы лучше прокрасить их. Важный критерий при нанесении цвета, что мы должны полностью прокрасить ногтевую пластину. Особое внимание уделяя зоне синусов. Я их дополнительно буду прокрашивать при помощи тонкой кисти. Тонкой кистью прокрашиваю под кутикулой и захожу в синусы. Боковые стороны вы можете чуть-чуть не докрашивать, это визуально сузит ноготь. Вот тут небольшой треугольничек натурального ногтя я не прокрашиваю. Благодаря этому визуально линия будет казаться прямой, а ноготь не расширяющимся. Второй слой цветного покрытия также наношу с небольшим отступом по бокам. Топом покрываю всю ногтевую пластину, в том числе и боковушки, которые не прокрасила цветом. Если их не покрыть топом, то в этих местах может отслоиться база. Разбавим наше покрытие дизайном, обязательно подбираю такие, которые будут удлинять ногтевую пластину. Я выбрала геометрический узор, но при этом линии должны быть вдоль, по диагонали, но не поперек. Прорисовываю тонкие линии гель-пасты без липкого слоя и сыплю акриловую пудру. Таким образом будет велюровый эффект у линий. По завершению дополню дизайн стразами. Стразы сажаю на базовое покрытие для геля. Вот наш результат. Как вы считаете, удалось ли нам преобразить ручки? Если да, поставьте пальчик вверх.
Всем успехов в работе. Пока-пока.